Сегодня я покажу вам настоящий север. Красивые места Мурманской Териберки, выйду в Северный Ледовитый океан, чтобы увидеть китов и касаток, отправлюсь на охоту за северным сиянием и расскажу про свои похождения в Арктике. Началось мое путешествие из Мурманска, но в самом городе я сильно задерживаться не стал, а сразу поехал на самый север, туда, где заканчивается земля и начинается океан, в деревню Териберка. Это практически единственное место с выходом к побережью, куда ведет более-менее нормальная дорога. Чем дальше я отъезжал от города, тем уже становилась дорога. Солнце еще не встало, но было уже светло. Вокруг все было белое и заснеженное. Когда только выезжаешь из Мурманска, тебя окружает лес. Но чем дальше ты начинаешь отъезжать на север, тем лес начинает все больше редеть, а деревца становятся все меньше и меньше и начинают походить уже больше на кустарник. И вот тут, среди лесотундры, в 30 километрах от Мурманска, находится точка невозврата. Дальше дорога идет по очень опасным местам. Если погода разгуляется, то даже если снег особо идти не будет, дорогу за считанные секунды заметет, и проехать там будет уже невозможно. Поэтому тут и с другой стороны стоят отметки о состоянии дороги. В зимнее время, да и в межсезонье, частенько дорогу закрывают на несколько дней, потому что справиться со стихией очень трудно. И следующие 90 километров нужно ехать очень осторожно. В этот день погода была отличная, да и накануне все тоже было спокойно, поэтому можно было ехать дальше. А дальше начиналась бескрайняя снежная тундра, в которой нет ни души. Только ты и изредка проезжающие навстречу машины, которые тоже решили воспользоваться тем, что дорога открыта. Так как здесь дуют сильные ветра и нет никаких препятствий, тут соорудили большой ветропарк. Это один из самых больших ветропарков в мире и самый большой за полярным кругом. Здесь стоит более 57 ветряков, каждый из которых в высоту более 80 метров, с лопастями по 65 метров. Выглядит это очень эпично, но из-за большого открытого пространства не сразу понимаешь, насколько они большие. Но на самом деле они огромные. Просто сравните размер относительно линии электропередачи, которая просто крохотная по сравнению с этими гигантами. Хоть вид здесь и завораживает, долго тут не постоишь. Во-первых, холодно и ветрено, а во-вторых, дальше меня ждет еще более захватывающий вид. После ветропарка тундра простирается еще на километры дальше. И ты едешь посреди снегов, а справа и слева от тебя бескрайние снежные пространства. Сейчас снега было очень мало. Все, кто живет в этих краях, говорили, что мне повезло и здесь можно спокойно проехать. Так как частенько тут едешь не по дороге, а по туннелю, потому что снег по краям достигает высоту до метра, а иногда даже до 2. Спустя некоторое время ландшафт начал становиться все более холмистым. Теперь уже не было ощущения, что ты находишься в бескрайнем снежном поле, а чем дальше меня дорога уводила вперед, тем больше холмы начали походить на горы, и к концу маршрута я уже ощущал себя едущим по горной дороге. Проехав через все хребты, я попал на побережье Баренцева моря, где стоит небольшая деревушка Териберка. Именно сюда я и направлялся. Здесь меня ждет увлекательное приключение по Заполярью. Я не стал тянуть. Прогуляться по самым интересным местам я еще успею. А сейчас, не теряя ни минуты, я направился к одной из пристаней, на которой меня уже ждал рыбацкий кораблик, на котором я отправлюсь еще дальше на север, чтобы выйти в Баренцево море и Северный Ледовитый океан. И вот мое морское приключение начинается. С высокого причала я спускаюсь на не очень высокое суденышко, и мы отчаливаем. Несмотря на то, что было уже не самое раннее утро, солнце только начинало показываться из-за гор, так что выходили из бухты мы под яркий и красивый рассвет. Но сильно высоко солнце подниматься не будет. Сейчас в феврале в этих краях полярная ночь только-только закончилась, поэтому этот изумительный восход плавно перейдет в закат, а потом наступит опять ночь. И дальше весь день я буду наблюдать, как солнце где-то у земли светит красно-рыжими лучами и не поднимается особо высоко, чтобы стать желтым. Чем дальше от берега отплывал кораблик, тем ярче разгорался восход. Мы аккуратно выходили из губы, проплывая мимо скалистых северных берегов. Я себя чувствовал, как будто бы в одной из картин Айвазовского или в каком-то приключенческом фильме. И на горизонте не хватало разве что замка и летящего дракона. Настолько тут все было красиво.
Но в настоящую сказку я попал, когда с неба пошел снег. Такого я точно не ожидал увидеть. Корабль бороздит море, продвигается все дальше и дальше вперед на север. Падают крупные хлопья снега, и все это освещает изумительно красивый восход. Но снег шел недолго, и хоть мои недавние мысли о драконах, конечно же, были лишь фантазией, однако других больших необычных животных я надеялся увидеть. Пока что среди волн попадались лишь любопытные головы нерп из рода тюленевых, которые высовывались из воды и с интересом наблюдали за всем происходящим. Но я больше всего хотел увидеть не их, а кого-нибудь побольше. Здесь можно увидеть косаток или китов. Сейчас, конечно, не сезон, и киты приплывают сюда ближе к весне, но и в феврале может улыбнуться удача. Поэтому я жадно всматривался в волны, чтобы увидеть плавник, который может хоть на секунду, но показаться над водой. И вот что-то есть, над водой показался фонтан. Это приплыла семья китов. Все, кто был в море, сразу же устремились к этому месту. Это была большая удача увидеть китов в это время. Киты недолго радовали меня своим присутствием, однако и тех небольших мгновений мне было достаточно. Теперь я видел настоящих китов. Мы еще некоторое время плавали по местам, где можно было заметить еще кого-нибудь, но кроме любопытных нерп, державшихся на расстоянии от шумных моторов, никого не было. Обратный путь был ничуть не скучным. На еще одних китов я уже не надеялся, но зато это высвободило мое внимание, чтобы насладиться природой, видами вдаль и на скалистые берега Кольского полуострова. Эта прогулка точно запомнится мне надолго, а стоять на палубе и смотреть на открывающиеся виды можно вечно, но обязательно с частыми перерывами на погреться в каюте, потому что здесь было очень холодно. Ну вот корабль возвращается к родным берегам. Кстати, перед посадкой на борт нужно обязательно пройти паспортный контроль, потому что здесь открывается прямой путь к границам страны и к нейтральным водам. После морской прогулки, отогревшись, можно пойти осматривать достопримечательности местного пляжа. Пляж, кстати, песчаный, но тут особо не покупаешься. А вода не замерзает лишь потому, что сюда течет теплое течение Гольфстрим. Ну, все же знают, что Мурманск это не замерзающий порт. А когда достаточно морозно, то вода начинает парить, испаряясь и создавая над собой дымку. Кстати, если встретите кучу китайцев, не удивляйтесь, они сюда приезжают толпами, чтобы увидеть северное сияние. И во всех туристических местах людей с европейской внешностью среди китайцев можно встретить примерно с той же вероятностью, с какой и в самом Китае. Ну, это чисто по моим ощущениям. Первое, что мне попалось на глаза, это фотозона со скамейками, выполненных в форме носов лодок. Так как в деревне издавна рыбацкий промысел был популярен, да и находится она у моря, подобный арт-объект лишь подчеркивает ее быт и атмосферу.
Недалеко от этого места находятся большие качели с видом на море. Качаясь на них, забываешь обо всем, даже о холоде, и просто летишь вперед, навстречу волнам и скалам на другом берегу бухты. После того, как накачался на панорамных качелях, можно прогуляться еще немного дальше по пляжу. Немного в стороне от деревни стоит выброшенный на берег во время шторма рыбацкий корабль. После того, как вода успокоилась, посчитали, что его уже не вернуть обратно в строй. Поэтому с тех пор он стал просто туристическим местом. На него можно забраться и полазить. После морской вылазки и прогулки по пляжу захочется погреться и перекусить. На берегу есть несколько кафе и ресторанов, в которых можно поесть и отогреться с красивым видом на пляж. За один день вряд ли у вас получится все посмотреть. Лучше всего планировать поездку сюда на 2 дня. Но и тогда засиживаться не стоит. Лучше всего отправиться на другую сторону деревни, в природный парк. Если вы отправляетесь туда, стартуя от пляжа, то на пути вам обязательно встретится кладбище кораблей. Здесь можно найти много заброшенных суден, многие из которых уже практически вросли в берег. Сюда сгоняли ставшие ненужными рыболовные траулеры, от которых сейчас остались лишь остовы. А во время отлива можно рассмотреть и подводную часть всех этих останков. Но это еще не самое интересное. Выйдя из села, нужно пройти еще несколько километров на запад. Там начинается природный парк. И если честно, пройти до самого парка и по нему придется прилично. Если, конечно, вы не подъедете на чем-то до входа по бездорожью. А вот в парке за дополнительную плату можно доехать на санях. Раньше, наверное, по этим местам так и передвигались, на санях, но только везли эти сани олени или собаки, а сейчас тебя тащит вперед снегоход, увозя все дальше и дальше. Конечная точка, куда тебя смогут довести, это Батарейский водопад. Точнее, сейчас, зимой, это просто замерзшее озеро и скалы, так как все замерзло и закрыто снегом. Но меня это все равно не остановило приехать сюда. Да, возможно, я не увижу сейчас красоты самого водопада, хотя замерзшие потоки воды кое-где все-таки виднелись. Однако я все равно, очутившись тут, смогу насладиться красивыми видами севера. Когда подходишь к самому краю скал, чтобы посмотреть вдаль, появляется чувство, что ты стоишь на краю земли. Хотя в этом действительно что-то есть, потому что дальше только водная гладь и Северный полюс. Передвигаться по парку на снегоходах не обязательно. Можно и самому дойти до всех мест пешком. Самое главное – рассчитать свои силы и не замерзнуть. Посмотрев все на водопаде и вернувшись немного назад вдоль побережья, я попал в еще одно удивительное место – каменный пляж с яйцами дракона. На первый взгляд это просто обычный галечный пляж, камешки тут немного побольше, чем мы привыкли. Но свое название он получил не просто так. Эти круглые камни, обточенные водой, если присмотреться, действительно напоминают драконьи яйца. Особенно сейчас, зимой, когда вода застывает на них и образует налет, как будто бы это скорлупа. Ну а после того, как облазил все камешки, можно посидеть на берегу и просто помедитировать на всю эту красоту.
Но пляж длится не вечно. В один момент он заканчивается и начинаются просто большие камни, об которые разбиваются волны. Вода здесь изумительно красивая. Где-то темно-зеленая, где-то ярко-голубая, но самое главное прозрачная и чистая. Если не зима и холод, мне бы очень хотелось тут искупаться. Никогда бы не подумал, что на севере может быть так красиво. Кстати, вот такой вот мини-тур, когда тебя забирают утром из отеля, возят по всяким разным интересным местам, все рассказывают, все показывают, а вечером обратно отвозят к отелю, я бронировал через сервис «Спутник» и остался очень доволен. Вокруг меня были бескрайние северные просторы. Но я не просто так отошел от всех маршрутов и забрел в безлюдное место. Я искал еще одну природную достопримечательность, которую, как оказалось, можно с легкостью пройти мимо и не заметить. Находится она между каменным пляжем и метеостанцией, которая стоит на горе. Среди береговых камней есть небольшая пещера, которая называется «Гнездо дракона». В ней кучкой лежат такие же круглые камни, что и были на пляже. Однако их тут не так много и лежат они как будто бы в гнезде. Отсюда и пошло такое название. Кстати, небольшое интересное замечание. Когда подходишь к морю, становится намного теплее. Во-первых, вот здесь вот из-за того, что такая холмистая местность, ветра намного меньше. А во-вторых, у воды, так как испаряется теплый пар, теплый воздух, в общем, здесь намного теплее, чем просто когда ты ходишь по тундре, там, по вот этим снежным полям. Если замерз, то лучше всего подойти к воде, и тогда ты немного согреешься. На поиск и осмотр гнезда дракона у меня ушло определенное количество времени. Вот это я, который бежит обратно по заснеженному пространству, потому что нужно было возвращаться обратно. Путь не близкий, а успеть посмотреть нужно еще несколько интересных мест. Да и время на отдохнуть, перекусить и погреться тоже нужно выделить. Вернувшись обратно в Териберку, я отправился на ферму северных оленей. На этой ферме можно пообщаться с оленями и покормить их ягелем. Это такой лишайник, которым питается северный олень. Здесь, в тундре, он иногда становится единственной пищей для оленей. Они его очень любят, да и он им помогает чувствовать себя хорошо и не болеть. Если в течение дня казалось, что закат в ними будет всегда и никогда не закончится, то сейчас пришло время, когда солнце действительно закатывается за горизонт. А значит, самое время собираться в обратный путь. А закаты здесь очень красивые. И вот опять дорога через безлюдные северные просторы. Но теперь она ощущалась совершенно по-другому. Так как обратно мы ехали на юго-запад, то получается все время догоняли закат. Поэтому он еще долгое время радовал меня красивыми красками.
Основным местом, в котором я остановился и из которого уже ездил в разные места этого края, стал город Мурманск. Добраться сюда быстрее всего на самолете, однако, если у вас есть в запасе время, то попробуйте поехать на поезде. Я ехал из Петербурга, и у меня поездка заняла 24 часа. Но зато за это время я успел увидеть, как меняется природа, и насладиться изумительными видами, которые открывались мне из окна. Кстати, если будете ехать на двухэтажном поезде, то берите места на втором этаже, потому что оттуда вид намного лучше. Знакомство с Мурманском у меня началось с создания вокзала, которое красиво несет на себе красную звезду. Именно сюда приезжает поезд. Здесь же автовокзал и конечная остановка автобуса, который едет в аэропорт и из него. На первый взгляд, для обычного жителя или туриста Мурманск – это самый обычный город. Но гуляя по нему, я понял, что это совершенно не так. Тут очень холмистая местность, и поэтому создается очень специфическое ощущение самого города. Это немного напоминает южные горные городки, где дома и улицы идут друг над другом. Возможно, и вечный закат добавлял свои краски, но город мне однозначно запомнится. И запомнится не просто каким-то северным городом. Мне было интересно гулять по улицам, которые идут то вверх, то вниз, когда впереди ты видишь целый каскад зданий, уходящих вверх, а сзади панорамный вид на кварталы города и горы на заднем плане. Из достопримечательностей я хотел посмотреть на смотровые площадки, которые находятся на берегах Кольского залива. Но так как было очень холодно, то вода, подогреваемая теплым течением, сильно испарялась и создавала густую завесу, за которой не было видно даже стоящих невдалеке портовых сооружений. На одной из таких смотровых площадок находится памятник «Ждущая», поставленный всем девушкам, которые ждут своих моряков, которые подолгу могут быть в море. Вообще я знаю, что здесь не вечная мерзлота, вот абсолютно не вечная мерзлота, и близко ее тут нету. Но так как я приехал сюда зимой, вот сейчас в феврале, и первое мое впечатление было то, что здесь везде снег, все белое, все деревья вот в этом белом налете, снеговом, ледяном. И зима здесь абсолютно не такая, как в Петербурге либо в Москве. Здесь нет ни вообще черного цвета, все белое, все засыпано снегом, белое, светлое, и жутко холодно, прям жутчайше холодно. И вот теперь я понимаю, откуда пошел этот стереотип, то что в Мурманске вечная мерзлота. Самое же узнаваемое место Мурманска, которое видно практически с любой точки города, это, конечно же, мемориальный комплекс защитникам Заполярья – Алеша. Это монументальное сооружение высотой 42 метра, да еще и стоящее на возвышенности. Побывать здесь, как по мне, однозначно стоит. А еще обязательно стоит поставить лайк этому видео и подписаться на мой YouTube канал и сообщество ВКонтакте. Вся полезная информация будет в описании. Прочувствовав всю атмосферу этого места, я решил немного отойти в сторону, чтобы посмотреть на вид с этой возвышенности. И вот тут у меня просто дух захватило. Город, порт, вокзал, жилые дома – все это было как на ладони. И когда вот здесь вот стоишь, и весь город у тебя на ладони, виден железнодорожный вокзал, порт, в общем, дух захватывает. Очень-очень-очень красивые виды, и меня вот это вот место очень впечатлило.
Ну и в дополнение скажу, что на спутнике можно забронировать абсолютно любые экскурсии и мероприятия. И не обязательно в Мурманске, в Москве, в Петербурге, в Лондоне, в Стамбуле. В общем, куда вы поедете, там можно будет что-нибудь забронировать интересного. И самое главное, ничего заранее оплачивать не надо. Вы просто бронируете нужную экскурсию на нужную дату, обсуждаете все детали с организатором, а оплата производится уже по факту на месте. Все полезные и приятные ссылочки будут в описании. В Мурманске есть еще несколько мест, которые обычно рекомендуют посетить. Например, церковь Спаса на водах, маяк и памятник морякам-подводникам, ну и место памяти мужеству Мурманска. Еще одним местом притяжения туристов является морской порт, в котором пришвартован атомный ледокол «Ленин». Вот сюда, как по мне, тоже стоит зайти и хотя бы немного посмотреть на него, ну и на сам порт тоже. Ну, что еще могу сказать про Мурманск? Город как город. Хотя вот что мне понравилось, так это то, что практически все автобусные остановки закрыты и прозрачные. И даже если внутри не особо-то и тепло, то хотя бы не дует ветер. И ничего не мешает следить, какой транспорт приезжает. Вот что-что, а это сделано отлично. Еще одной визитной карточкой Мурманска является северное сияние, на охоту за которым я тоже решил отправиться. Когда окончательно стемнело, все фотоохотники собрались на свой промысел. Чтобы сияние было лучше видно, нужно отъехать от города и найти хорошее место. Однако поймать сияние удается не всегда. Поэтому все это мероприятие и называется «Охота за северным сиянием». Вот и мы ехали и смотрели, смотрели и ехали и смотрели в попытках увидеть хоть что-нибудь. Но объездив мурманские леса вдоль и поперек, так и не нашли места, с которого можно было бы что-нибудь увидеть. Ведь сияние – это дело такое, его еще пойди и поймай. Но с другой стороны, я уже рассказывал вам в других видео, что куда бы я ни поехал, то всегда остается какое-то место или что-то, что я не успеваю посмотреть, или то, что не удается посетить. Вот и Мурманск не стал исключением, а значит, у меня будет еще повод сюда вернуться.